Дорогие друзья и подписчики моего канала, с отличным настроением мы сегодня приготовим с вами пасхальный кулич. Начнем с опары. В глубокую миску выливаем молоко. Оно теплое, прессованные дрожжи. Полный рецепт будет в описании видео. И добавляем немного сахара. Вот так. Все перемешаем, конечно. Дрожжи хорошо перемешали. И добавляем муку. Несколько ложек. Все комочки нужно разбить. Еще добавлю пару ложечек муки. С общего количества я добавила 5 ложек. Я думаю, достаточно. Теперь тесто накроем пищевой пленкой и поставим в теплое место. Я поставлю в духовку. Немножко проколы сделаем. И поставлю, пусть греется. Подходит. Духовку я разогрела на 40 градусов и выключила. Она теплая. Теперь подготовим изюм и курагу. Изюм я промыла, немного просушила. Высыпаю просто в тарелочку. А курагу я нарежу. Я ее также промыла и немножко просушила. Такими небольшими кусочками я все нарежу. Она будет очень красиво смотреться в куличе, как солнышко яркое. Курага добавит сладость, вкус Пасхи. Будет очень ароматная и будет очень красиво смотреться. В пасхальный кулич вы можете добавлять любые сухофрукты, которые вам нравятся, по желанию. Некоторые добавляют клюкву там, или вишню, но мне нравится курага. Она такая яркая, будет очень красиво украшать. Меня мама, когда пекла куличи, аромат, конечно, был на весь дом. И всегда мы ждали этот праздник. И всегда мама пекла вот куличики побольше, и отдельно один маленький был. И всегда его, придем со школы, и всегда его кушали. Очень вкусный. Все время вспоминаем. Так, друзья, я нарезала курагу, добавляю сюда к изюму. Я люблю, когда сухофруктов много. Теперь добавить нужно цедру апельсина. Снимаем только желтую часть. Белую не нужно, она будет горчить. Сюда я немного добавлю. Основную массу цедры я добавлю в само тесто. Сюда же добавляю. Так, еще обязательно я добавлю коньяк. Немного. Вот коньяк, друзья. И теперь натру цедру для теста, а сок подогрею и залью сухофрукты. Так они будут более ароматные. Мы натерли цедру с апельсина. И сейчас вот эту цедру я смешаю с сахаром. И это будет для теста. Цедру я перемешаю с сахаром. Она будет очень ароматная. И накрою пленочкой. Под пленкой аромат цедры сохранится. Теперь я нарежу эти апельсины и выжму с них сок и залью сухофрукты. Апельсины я разрежу пополам и выжму сок. Вот, друзья, я выжала сок с апельсин. Все заливаю сюда в сухофрукты. Пусть они пропитываются апельсиновым соком, коньяком. Теперь затяну пленкой. Так сохранится лучший аромат. Друзья, посмотрим нашу опару. Вау! Смотрите, какая опара получилась. Как она поднялась. Она живая. Смотрите. Кулич будет очень хорош. Теперь мы приготовим тесто. Опара прям. Смотрите, какая она.
пористое, тесто живое будет. Я рекомендую кулич делать из прессованных дрожжей, будет более живой. В опару мы добавляем яйца. Но яйцо, белок я возьму специально, чтобы сверху помазать кулич. Теперь добавляем яйца все. Сюда же мы добавляем сахар с апельсином. Добавляем ложку меда. Мед нужен для того, чтобы кулич был дольше мягкий. Он не черствеет тогда и более ароматный. В муку я добавлю ванилин. 1 пакетик. Все перемешаю и муку просею. Понемногу будем просеивать. Муку я буду добавлять частями. Теперь мы все перемешиваем. Теперь сюда добавим масло. Я его немножко подогрела. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если с холодильника достали, ну немножко подогрейте. Все перемешаем. У меня насадка крюк. И буду вымешивать минут 15. Тесто готово. Вот оно намоталось на венчик. Сейчас лопаткой я проведу здесь по краям формы, чтобы проверю, чтобы не было муки. Тесто у меня вот такое получилось. Оно такое вязкое, но к лопатке не пристает. Сейчас я его накрою пленкой и поставлю в духовой шкаф где-то на час-полтора для подъема. Оно должно увеличиться, ну, минимум в 2-2,5 раза. Накрою пленкой и сделаю проколы, чтобы тесто дышало. А сверху накрою полотенечком. И теперь поставлю в духовку. Я ее разогрела на 40 градусов. На расстойку. Ну, на час-полтора. Друзья, тесто я буду выкладывать вот в такие формы. Но если нет таких форм, можно сделать их самим. Вот я сделала вот такие 2 формы. Это формы из пергамента. Как я делала? Я взяла обычную банку, ну любую можно, ровную. Обернула ее пергаментом, склеила шов. Клей я сделала муку, заварила с водой. Промазала и сделала насечки. И просто их завернула вот здесь. И в серединку, сейчас я достану, вырезала вот такое колечко, кружочек. И вот сюда положила форму. Она очень удобная, если нет магазинной. Друзья, прошло 40 минут. Я сейчас посмотрю тесто. Если оно поднялось, я его обомну. Да. Посмотрите. Сейчас я его сниму пленочку. Посмотрите, какое тесто. Как оно поднялось. Силиконовой лопаточкой я его обомну и потом поставлю еще минут на 40. Пусть оно подымется. Второй раз, когда тесто подымется, мы замешаем в него сухофрукты. Изюм, курагу. У кого есть цукаты, можно цукаты, все. Я его обмяла. Вот оно опустилось вниз. Смотрите, как уменьшилось. И посмотрите, какие пузырики воздушные. Очень хорошее тесто. Теперь накрою и поставлю также в духовку его до следующего подъема. Ставим в духовку. Тесто мы ставим в духовку еще минут на 40-50. Друзья, сейчас я сухофрукты отброшу на сито и уберу лишнюю жидкость. Она не нужна нам. Ягоды напитались соком. Сухофрукты выложу на бумажное полотенце для просушки. Они напитались хорошо соком. Их немножечко прижму. Пусть лишняя жидкость питается. Теперь я все переложу в миску, да, и пересыплю немного мукой. Ну, буквально ложечку. Лишнюю муку я потом стряхну.
Сейчас посмотрим, какое тесто в духовке. Если оно поднялось, я замешаю сухофрукты, тесто. Я достала тесто из духовки, оно подошло. Сейчас будем замешивать сюда сухофрукты. Посмотрите, какое оно. Тесто живое. Я высыплю сухофрукты и замешаю их. Можно, конечно, руками, но тестомесом удобнее. Сейчас поставлю тесто, и ягоды все, сухофрукты, все мешается. И поставлю на самые маленькие, на эти. Все, сухофрукты мы замесили. Теперь я хочу тесто выложить вот сюда на стол. Налью растительное масло. Также смажу перчатки, чтобы не приставало. Вот такое тесто у нас сдобное получилось. Сейчас мы разделим тесто на куличики. Теперь тесто я накрою пленкой и поставлю в духовку для подъема. Друзья, вот такие у нас куличики поднялись. Сейчас я их поставлю в духовку на 170 градусов минут на 40. Первые 20 минут они будут выпекаться, а сверху в следующие 20 минут я накрою их фольгой, чтобы верхняя шапочка не сгорела. Пока куличики будут выпекаться, мы сделаем глазурь. Для этого я взяла сахарную пудру, белок. И все забьем. Сахарную пудру с белком мы взбили. Теперь я разрежу лимон и добавлю лимонный сок. Ну, буквально 1-1,5 чайных ложки. Такую глазурь мама в детстве делала. Мы ее называли гоголь-моголь. Ну, кто знает. Смотрите, какая она уже становится беленькая. Еще немножко взобьем, и она готова будет. Ну вот, глазурь готова. Вот такая она. Видите, она стекает медленно, форму держит. И пахнет лимоном. Так, теперь будем смотреть наши куличи. Куличики у меня испеклись. Я их проверяю шпажкой. В центре прокалываю. И она должна выходить сухая. Видите, полностью сухая. Значит, куличик испекся. Выпекались они у меня 40 минут в духовке. Сейчас откроем формочки, которые я сама сделала. Если оставлять в бумажной форме, куличи будут дольше сохраняться. Они будут более влажные и не будут сохнуть. Теперь я сделаю глазурь, сделала вот такую, и покрою верх куличей. Такой глазурью можно покрывать еще теплые куличики. Запах цукатов и глазури очень приятный. Куличики я буду украшать меренгой, сухофруктами. Нарежу еще курагу и орех. Немножко. Еще добавлю сублимированную вишню. Вот такая она у меня. Куличики мы украсили, они немножко подостынут, и мы потом разрежем, посмотрим, какие они внутри. Вот такие красивые у нас куличи получились. Они очень ароматные. Сейчас мы разрежем и посмотрим, какие они внутри. Сейчас посмотрим, какие они внутри. Они еще теплые. Мягенькие. Друзья, вот такие мы куличи с вами сегодня приготовили. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Я буду вам очень благодарна. На этом я сегодня с вами прощаюсь и до следующих встреч на видео. Всем пока-пока!